Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока люди дома с тревогой ждут барана, раздается звонок в дверь. Все рады приезду барана, но это Сабиха Ханем и Хавин. Он пытается утешить Дилана и сказать ему, что все будет хорошо. Затем он заходит внутрь и говорит всем поскорее выздоравливайте. Джавахир проверяет, не просочилась ли в прессу новость о том, что Аран задержан за контрабанду. Затем он поворачивается к Шаиру и спрашивает, вы не смогли бы выполнить эту работу, не так ли? Шаир говорит, мы разместили драгоценности, босс, но Джавахира это не убеждает. Пока Дилан готовится сказать, я не могу больше ждать, я ухожу, входит Кудрет Бейджихан и, наконец, баран. Дилан обнимает его за шею и говорит, «О Боже, спасибо». Все в особняке рады возвращению барана и желают ему скорейшего выздоровления. Бэрон начинает объяснять, что произошло дальше. В наших грузовиках, которые будут отправлены за границу, были обнаружены необработанные камни. Юристы работали до утра и выяснили, что это сделал один из сотрудников и будет привлечен к ответственности. В то время как госпожа Азади говорит, пусть Бог накажет любого, кто портит то, что он ест, Хасан делает вид, что удивлен, и спрашивает, от кого он получил смелость. Госпожа Сабиха говорит, выздоравливайте скорее, я здесь, если вам что-нибудь понадобится, я прошу разрешения на данный момент, вы, должно быть, устали, и уходит. Харон не может выбросить Ясмин из головы и погружен в свои мысли. Ясмин приходит в ресторан и зовет Харуна, но он настолько поглощен мыслями о ней, что не слышит Ясмин. Наконец он замечает это, и они снова слегка ссорятся. Человек, выполнявший работу, говорит Джавахри Шаиру, что на записях камеры он похож на кабачок, и ругает его, говоря, как можно не думать об этом. Когда Сабиха Ханем собирается покинуть дом Дилана, Джавахир звонит Дилану. Он раздражает Дилана, много говоря о нем из-за того, что он не пошел на семинар. Госпожа Сабиха объясняет Дилану, что если эта работа вас утомляет, оставьте этот проект, потому что Джавахир известен своим репрессивным отношением и безжалостностью в деловом мире. Дилан говорит, я позабочусь об этом, я все равно не хочу уходить с этой работы. Баран тоже меня поддерживает, но баран слышит, что было сказано с Джавахиром, и приходит к ним, чтобы узнать, есть ли проблема. Сказав, что все в порядке, Дилан отправляет барана в комнату и отсылает госпожу Сабиху, обещаю, что восстановлю баланс, говорит не волноваться и отсылает ее. Ясмин вместе с Харуном готовит стол для них обоих, и они вместе садятся есть. Пока баран сидит в комнате и думает, приходит Дилан и хочет узнать, что случилось с бараном Джавахиром. Дилан объясняет, что это не имеет большого значения, и говорит, что моя мама просто хотела меня предупредить, отдохни немного, давай оставим все плохое позади. Бэрон идет в ванную и звонит по телефону. Вы стояли перед Гэжой Ферат Азади и Хасаном и готовили заявление о разводе. Извините, но она злится, потому что вы побеспокоили. Хасан и Азади Ханем нападают на Ферата, говоря, что ты опозоришь нас и племя. Ферат уходит от них, говоря, что бы вы ни делали, но я никогда не откажусь от Гуля. Пока госпожа Кадер и Гуль Канкат обсуждают, когда закончатся плохие события, госпожа Кадер видит спокойное состояние Гуля и спрашивает, что случилось. Затем ты думаешь о разводе. Когда ты говоришь «мне тяжело, но, возможно, самое лучшее – это развестись», лицо Гуля вытягивается. Когда Джевдет говорит, что, по его мнению, пол его ребенка мужской, и намекает, что он назовет его в честь отца, Цеври очень злится. Потом он шутит, что я чувствую, что от меня будет девочка, и мы назовем его в честь моей матери. Бэрон и Дилан шутят с пеной для бритья в раковине. Госпожа Сабиха приходит к Джавахиру, угрожает ему, говоря, я предупреждала его, чтобы он не расстраивал Дилана, и уходит. Как только он выходит оттуда, он просит Хевина найти человека, который является орудием Джавахира, даже если он находится в тюрьме. Джихан и Ферат говорят, что этот человек не может сделать такое в одиночку. За этим стоит и человек, который поймал Джихана. Гуль приходит к ним и говорит, слава Богу, господин Баран мудро вышел из этой ситуации.
Затем, когда он спрашивает, хотите ли вы чего-нибудь выпить, Ферат отвечает, нет, мы не будем вас беспокоить. Когда Гуль соглашается и уходит, Джихан говорит, что девушка пытается с тобой поговорить, почему ты это сделал. Ферат говорит, что я не думаю, что вы правильно поняли, если у него отвалится нос, он не наклонится и не поднимет его. Пока Дилан пытается расстегнуть ее ожерелье, приходит Берон, снимает его со лба и развязывает. Чтобы преподать ему урок, Дилан завязывает еще одно ожерелье и дает ему развязать его. Когда Берон развязывает его и передает, у него звонит телефон. Джихан делает вид, что аккумулятор телефона разряжен, спрашивает номер телефона Ферата и спрашивает, может ли он написать моему другу. Затем он пишет сообщение Гулю из уст Ферата. Когда Гуль видит сообщение, она волнуется и не хочет отвечать сразу, а пишет немного позже. Затем он дает телефон Ферата и уходит, чтобы я мог зарядить свой телефон. Когда Берон получает по телефону хорошие новости о работе, Дилан предлагает отпраздновать эту новость кофе. Харон заказывает столик на вечер и звонит Ясмин. Когда Ясмин говорит, что готовит суп, а Харон спрашивает, на какой горе умер волк, Ясмин не может понять, что означает это утверждение. Харон пытается ему немного это объяснить. Берон что-то говорит по телефону, но не рассказывает Дилану, что произошло первым. Затем, когда приходят новости, Берон делает заявление и убеждает его провести онлайн-презентацию, которую он собирался провести в Париже, вмешавшись. Дилан очень рад и идет готовиться к встрече. Баран собирает Карабеев в свой кабинет, желает компании в Швейцарии скорейшего выздоровления и сообщает им, что они ждут нового дизайна. Затем Ферат выходит из комнаты, говоря, что ему нечего делать или ему нужно что-то делать. Когда Джихан смеется, уходя, Баран спрашивает Ферата, «Нет, почему ты смеялся?» В этот момент без разрешения входит Джавахир. Дилан очень взволнованно собирается, берет сумку и выходит из комнаты. Пока Ясмин пытается заставить Харуна съесть приготовленный ею суп, приходят Джевдит и Цеврии. Харун говорит, «Я не понимаю, как это произошло, дайте еще раз, сэр, просто чтобы поесть из руки Ясмин». Затем, когда Ясмин спрашивает, как это было, она говорит, что это неплохо, но Ясмин говорит, что если мистер Харун сказал это, то мой суп был великолепен. Когда Дилан встречает Гэжу Кадер, госпожа Кадер рассказывает Дилану, что Гуль сейчас не в хорошем настроении. Дилан разберется с молодыми людьми, и они вместе пойдут на кухню, чтобы ты не волновался. Гуль и Ферат встречаются в саду. «Плохие вещи могут случиться с каждым», — говорит Джавахир, «выздоравливай скорее», и уезжает из Барана. Баран говорит, что мы явно наступили Джавахиру на хвост. Когда Гуль спрашивает, «Почему ты не говоришь, когда я тебе звоню?» Ферат спрашивает, «Я тебе звонил. Разве ты не отправил сообщение Джихану?» Затем Гуль расстраивается, когда Ферат спотыкается и оставляет ее. На выходе Джавахир встречает Дилана и пытается закончить каждое сказанное им слово, не позволяя Дилану говорить. В этот момент к ним подходит сердитый Баран. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.